Судьба и карма так же различны, как различны мужчина и женщина. Карма она сильна, ничего не могу сказать. Когда попадаешь в объятия кармы, голова отключается полностью. Карма чаще всего сносит в любовь. Им все равно, что у них еще есть, что у них есть другие люди. Всегда можно шланг кармически перерезать. Мои ритмологи это умеют. А когда мы находимся в судьбе, у нас, наоборот, голова на плечах. У нас все по клеточкам, все по правилам. Лучше заниматься ритмологией. Тогда ни в судьбу, ни в карму вы не побежите. Судьба и карма так же различны, как различны мужчина и женщина. Они так же различны, как Солнце и Земля. Они различны абсолютно, потому что судьба находится в будущем, карма находится в прошлом. Человек, который в настоящем моменте, он может постоянно жить только своим прошлым, и тогда обращается к карме, и тогда крутит свое колесо, циклоколесо, пока ему не надоест. Этот же человек может обращаться к своей судьбе, и тогда он будет будущее свое выстраивать, и в этом будущем он, наоборот, будет очень ритмичен и ритмологичен, если у него замечательное будущее. То есть карма и судьба – это как два крыла, это как две руки. И, конечно, лучше их иметь две, чем не иметь ни одной. Прошлое – пожалуйста, будущее – пожалуйста, и настоящее, которое ты можешь хоть туда воспользоваться, хоть здесь воспользоваться. Но еще, судьба всегда в информации, а карма всегда в энергии. Разве можно перепутать энергию и информацию? Я вот сейчас наблюдаю за людьми, которые, допустим, сердечные люди, они, конечно, ближе к карме, они просто сердечные, они любят весь этот мир. Понятийные, конечно, больше склонны к судьбе, склонны к информации, они желают что-то познавать, им надо понимать этот мир. А здесь не надо, здесь надо чувствовать этот мир. И вот эти чувства, они, конечно, иногда захватывают полностью. И ты уже совершенно не понимаешь, что с тобой происходит. Карма, она сильна, ничего не могу сказать. Потому что, когда попадаешь в объятия кармы, голова отключается полностью, ты уже ничего не понимаешь, ты уже просто кармически притягиваешь события, начинаешь в этом жить, тебе кажется, что без этого ты вообще прожить не можешь, а время уходит, а жизнь уходит, и потом вдруг, и ты снова жил то же, что уже когда-то проживал с теми же людьми. А когда мы находимся в судьбе, у нас, наоборот, голова на плечах. Мы все рассчитываем, мы все понимаем, мы очень хорошо мыслим, у нас всегда есть планы заведомо заранее, нас ничто никуда не снесет, у нас все по клеточкам, все по правилам, все интересно, информационно. Ну, оба эти состояния, вы знаете, лучше заниматься ритмологией. Тогда ни в судьбу, ни в карму вы не побежите. У меня в книгах описаны и циферблаты судьбы кармы, и строи судьбы кармы, и струны судьбы кармы. И, в общем, уж что, а карма, начиная с живой книги «Любовь», вот там кармы, знаете, вот вы читаете, столько кармы возьмете. Почему я говорю, прочтите 3 раза, вся карма, все 3 рубежа кармы, радость, печаль, скорбь. Все будут с вами, все 3 рубежа. От одного, казалось бы, письма «Любовь». А если мы отправимся в судьбу, мы прочитаем «Любовь» наоборот. И тоже встретимся со всеми и удар, и удивление, и стабилизация. Ну, вот так же вот судьба и карма, но они абсолютно разные. Карма чаще всего сносит в любовь. Встречаются 2 человека, они так близки друг к другу, им все равно, что у них еще есть. Что у них есть другие люди, есть семьи, есть дети. Это вообще не влияет ни на что. То есть все, они должны быть друг с другом, они магнит, они примагнитились друг к другу, и их, казалось бы, ничто не разорвет. Вот это кармическое проявление. Если профессия, то тоже влетаешь в эту профессию, в этот корень,
и поначалу, ну ты вообще там талантище, тебе все удается сразу, ты гений, тебя все с аплодисментами принимают, а затем что-то раз, от тебя начинают отворачиваться, два отворачиваться. То есть надо не забывать, что у кармы всегда 3 рубежа, и когда доходишь до 3-го рубежа кармы, то все, тебе самому становится, что я сюда пошел, зачем мне это надо, и лишь бы это все кончилось и поскорее. Город Пермь. Мацуев проводит очередные свои встречи, он там работает со студентами и проводит свои фестивали. Естественно, я обожаю его игру, я иду на концерт, концерт как раз самый конечный, самый лучший, ну, как всегда, финальный концерт. Прихожу на этот концерт, конечно, не одна, а со своими, как помощниками. А он выходит, у него рояль, который остался от Рахманинова. Он этим очень гордится, он играет Рахманинова. А Рахманинов же, если помните, он жил за рубежом, очень ностальгировал, и у него такие печально-ностальгические произведения. И сидит такой жизнерадостный абсолютно человек, круглолицый, с кудряшками на голове. И видно, что ему хочется попрыгать от радости, но он же не может, он же сейчас играет Рахманинова. Я говорю, слушайте, вот хотите, я ему сейчас отрежу шланг кармы? Вот прямо сейчас. И посмотрим, что будет. Отрезаю этот шланг, и вдруг все прекращается. На сцене полная тишина. Он вскакивает из-за рояля, он убегает чуть-чуть за кулисы. После этого выходит и говорит, простите, пожалуйста, можно я вам сейчас поиграю другие произведения? И начинает играть такие жизнерадостные произведения, ну вот, которые его настоящая жизнь, ради которой он пришел сюда. И все начинают аплодировать, и весь зал в восторге. И когда мы уходим оттуда, все в восторге. А я всем говорю, ну что, как вам опыт? Все очень просто. Всегда можно шланг кармически перерезать. Мои ритмологи это умеют, кстати. У ритмологов есть ритмомеры. Ритмомеры, они практически по всем темам уже разработаны. Началось все с самых простых ритмомер. Ритмомера обида, потому что все, кто обижались, они все равно кармически завязанные люди. То есть если мы обижаемся, мы уже кармичные. Если мы пугаемся, значит мы судебные. И есть ритмомера, где можно, если вы хотите, все свои воплощения посмотреть, и затем с этими воплощениями делать только необходимое. Что значит необходимое? Это значит, из каждого воплощения можно вытащить ту энергию, которая тебе сейчас полезна. Самое полезное из воплощения взять, а самое бесполезное проживать не надо. И в своей книге «Ритмологи и ритмологини» у меня есть такая глава «Карма остановлена на радости». Пожалуйста, пользуйтесь кармой не только на радости, поэтому освоение подсознания всегда идет на радости. Ровно так же, когда мы начинаем идти к судьбе, сначала вот преодоление страха, пустота, люди просто боятся новизны, они боятся нового. И когда все-таки позволяют себе войти, любое новое воспринимают как удар. Ну, правильно, надо же сначала понапрягаться немножечко, чтобы туда войти, да чтобы тебя еще туда впустили. Поэтому сначала проходится одна ритмомера освобождения от страха, извлечения пользы из страха, это я назвала. Вот смотрите, если обиду я предлагаю растворять совсем как таковую, то здесь получить пользу. А польза какая? Чтобы вы все-таки прошли немного за свои страхи и затем дошли до 3-го уровня стабилизации. Это уже освоение сознания. Но сознание и подсознание бывают разными, бывают коллективными, бывают индивидуальными. Ну и ритмологи все это знают, все вам расскажут. И если вы хотите что-то более конкретное, они ответят на все конкретные вопросы.